даете ли вы свое согласие на то, чтобы мы сейчас с вами вот разговаривали, да, и чтобы это все потом, эту запись опубликовать? Да. Даете. Хорошо, как вас зовут полностью, фамилия, имя, отчество? Дамбаев Чингис Тумунович. Еще раз. Дамбаев Чингис Тумунович. Число, месяц, год рождения. 2 февраля 1992 года. Где вы родились? Чеченская область, Моготский район, село Цаганоль. Где вы фактически проживали, полный адрес? Республика Бурятия, Улан-Удэ и съемная квартира. Проспект 50 лет октября, квартира, дом 12, квартира 8. Давно служите? Служу в Улан-Удэ 3 года. Сейчас уже скоро контракт. Как полностью называется часть? 5-я танковая бригада. Номер части? Воинская часть 46-108. 46-108. Вы из Бурятии, да? А можете сказать что-нибудь, что знают вот только в Бурятии, там, чтобы доказать, что вы из Бурятии? Сэмбана, Мунде, поздоровался. Поздоровался. Ага. Угу. А кто с вами в одной школе учился, одноклассников своих? Можете сказать фамилию и имя? Им ничего страшного от этого не будет, просто чтобы показать, что вы из этой школы. Да, могу. Назовите фамилию. С кем дружили просто в школе? Баир Дашиев, Алдар Дашиев, Бато Дашиев. Классики. Я понял. Ну хорошо, достаточно. Теперь расскажите, пожалуйста, как вы попали в Украину. В Украину попали 15 января в силе в эшелон с Улан-Удэ. Типа на учение мы еще не знали, что полностью, что именно Беларуси. Мы думали, Брянская область вообще-то. Подъезжаем, мы уже 14 суток ехали. Подъезжаем в Брянской области. Мы тут, слухи солдатские только. Говорят, что возможно сейчас на полигон сейчас поедем. Мы в Брянске стоим днем. Либо, возможно, поедем в Беларусь. У нас ни загранпаспорта, ничего нет. Такие, не знаю. И ночью, все спать легли, глубокую ночь тронулись, даже сами не знаем, мы спали. Утром просыпаемся, стоим уже в Республике Беларусь, город Гомель. Так. Число уже не помню какое, 28 или 27 января. Января. Ага, января, в конце января. Стояли, и тогда мы уже поняли Беларусь. И нам сказали, что якобы учение с белорусской армией, там какое-то учение будет вместе. Так. Все, мы с Гомеля недолго стояли, все, нас никуда не выпускали, все закрыты в вагонах. Прибыли в город другой дальше, поехали, недолго ехали в город Речица. И там сутки простояли, ждали своей очереди, чтобы нас, вывести технику, полностью с рампы выехали, выгрузили, сказали, учение и поехали за 10 километров, даже не знаем, в какую сторону. С пасмурной погодой, даже не знали, где солнце стоит. Полностью все перемещение по Беларуси рассказывать особенного смысла нет. Давайте ближе к Украине. Еще стали с 1 по 20 якобы учение, потом нам сказали с 10 по 20, потом опять переместили, что до конца будет учение. И потом мы, даже число не знаю, ближе к 20 прибыли возле Припяти со стороны Беларуси. До границы мы сами не знали, сколько там, от 5 до 10 растянуто стояли. Сказали, где-то здесь у нас будет учение. Учение, мы сами в такой зоне, стрельба, якобы пыль поднимать, мы сами, не догадываемся просто. 24 уже. Вы понимали, что это радиационная помощь? Знали, сказали, здесь постоим, якобы учение, уже 24-го. Но ничего не делали? Просто стояли, просто не ходили никуда, все стояли, там лес был. 24 февраля нас ночью подняли по тревоге, выехали
выдали нам БК только 24-м, перед сном сказали, ну, типа, сейчас учение, что возможно, не знаю. Подъехали, уже сказали, границы. Еще не верим мы, ну, не понимаем, ну, как бы полностью. То ли, Сколько выехало? Колонна какая? Сколько машин? ну, точно мы не знаем. Мы Да не надо точно. Больше 20. Ну, вся колонна. Сколько? Но это машин? больше 20 машин? Да. Больше 30 машин? Да. Ну, штук, не знаю, с нашей колонны там 40-50. Да, всего. окей, 40. А личного состава сколько? В каждой машине Ну, по сколько? каждый десант, у кого десант есть, БМП и танки. Ну, это и по все. сколько человек в машине примерно? Ну, в десанте примерно 8-9 есть. То То есть полно. человек 300-400. Но стоим возле границы, ночь, холодно. Так. Мы еще, не понимаем, идти не может постоять. Ну, у нас слухи солдатские между собой. Да, какие? Да, типа силы показать, там, ну, такие, ну, может, развернемся, уедем. Еще нам такие слухи были. Показать силы кому? Да. Украине? Ну, типа такого, на границе стоим, Мгм. показать, ну все, у меня в 4 утра пошел спать десант, ну, сидя, сел в десант, уснул я. Мгм. И просыпаюсь я уже утром от взрывов. Танки уже, БМП наши взрываются от мин. И нам уже, Вы... уже ехали. Получается, вы заснули еще на территории Беларуси? Да, ну, да? пошел спать, Мгм. сел, ну, по очереди там спали мы в десанте. Там. А как это, где именно происходит ваш сон? Где он происходит? Ну, я спать лег, когда мы стояли перед границей. нам Я сказали. понял, где в машине ваше Да, место да. какое-то, там койка какая-то? Не, что это? сидя в десанте. Десант БМП, да. Десант там Да. БМП, все спят сидя, правильно я понимаю? Ну да, кто-то специального наверх места нет. выехал, кто-то не спал уже из наших. Мгм. Я Кто-то понял. наверх на броне ехал. А я вот в то время, лично как я, сидел и спал, и проснулся от взрыва. Проснулись от взрыва. Все, сказал, назад пути нет, все, мы в Украине, война, от взрыва. Все. Помню слова все, назад пути нет, все кричат. Все, Да. ну, никто никуда Да, не да. уходит, все, уже война, Да, война что началась. дальше? Хорошо. И все, мы едем. Едем дальше и проехали. Мосты взорваны, никого нет. Проехали до поселка Иванки. Не доезжаем. Иванкив. поселок. Иванкив, не доезжаем. Мы сами ночью приехали. Справа в поле дислоцировались. Это сколько вы ехали, как долго вы ехали? Ну, с утра до ночи. С утра до ночи. Ага. Мгм. Ну, Это пока Киевская область, получается, вы уже приехали, да? я даже по областям. Ну, я насколько понимаю, если это тот Иванков, то да. В Ну, любом я случае. честно Да, не да. разбираюсь, и мы просто Ну, долго по ехали, времени подходит, пока окей. минные поля проезжали, ну, как минные дороги, то есть, проезжали. Много техники у нас там осталось. И до Иванков остановились, переночевали, Где ночевали? ну, в поле, и в Иванково. Все, Ну, 20, все 40 машин. Ну, вся наша колонна бригады А до Иванкова вы ехали, не было никаких ни обстрелов, ничего не было? не было. Ничего не А было. вы же говорили, что взрывы были. Не, это мины эти. Кто-то наехал на мину? Да, мины, которые в дороге стоят, они взрывались. Ваш кто-то подорвался? Ну, техники подрывались. Много техники подорвалось? Ну, инженерная машина, танк, БМП, МТЛБ. Раненые были? Нет, ну они гусям крут впереди. Мгм. Что произошло с теми, кто был в машинах? Но они оставались все. Они оставались там на месте? Ну, Почему? Почему их никто не забирал в другие машины? Ну, потому что ремонтное подразделение сзади едет. То есть должны были их ремонтировать сзади? Ну, якобы ремонтировать, либо вообще их оставлять. Ну, это уже функция дальше. Ну, это мы знаем из других историй, Ага. да, хорошо, давайте дальше. И все, поехали до Иванькова. Там переночевали. Ну, ночью приехали, переночевали, все, с утра колонну заново выстраивали. Артобстрел пошел. Наши стреляли, не наши, мы уже не знаем. Но возле нас взрывов не было. Ну, артобстрелы, ну, слышны были, все, по тревоге Так, подняли. так. Ну, уже 6-7 утра, рассвет только. Поднялись, колонну выстроили. И мы
стали в колонну, и тут подъезжают десантники, прилетают мимо нас. И тут с нами, Чьи десантники? Ваши? ну, наши десантники, Ваши. с нами, которые за нами Так, ехали, так. мы уже не знаем, кто какие подразделения. Хорошо, да. И тут за нами взялись, едут Росгвардия России. Так. Росгвардия. Ага. Росгвардия это те, которые полиция имеется? в Ну, виду? Росгвардия и военные есть, и полиция, Есть одна и военные. структура, да. Да, я понял. Хорошо. Ага. Едем, а впереди уже бой начался. Мы еще не знали, что это Иваньки, потом узнали. Мгм. Там поселка-то сильно не видели. В десанте не увидите сильно. Там, Да, хорошо. ничего себе. Едем. Подъехали, подъезжаем, все, нас остановили, две колонны на дороге поставили, и посередине десантники им место оставили, что они типа своим летят, у них бой. И нам говорят, помощь десантникам, пойдем. И стоим, минут 30. Простояли минут 30, и на нас засада началась. Обстрелы минометные, снаряд ВОГи, таких больших этих снаряды не падали, максимум миномет, не знаю какой калибр. И обстрел с левой стороны, со стороны Росгвардии колонна началась. Обстреливают, началась, десантировались все, кто Росгвардия со своих мукунгов, этих бронированных. Мы кто на броне ехал, кто с десанта, все. Принимаем позицию, бой, и мы просто не видим противника. Обстрел, мы стреляем. А куда стреляете, не знаю. В лес, там лес, болото, Там и лес, село. Ну, там же и село, вы же и в село могли попадать тоже. А? Вы же и в село могли тоже попадать, там же и Там село. села не было, мы А. в лесу дальше были где-то. Хорошо, Ну. окей, да. Со всех орудий стреляли. Окей, да. И многие вправо, так как слева обстрел, справа принял, многие убежали, выпрыгнули за обочину. И вдруг слышится справа уже, оттуда уже начали стрельба идти. И, автоматные, Так, так, всё. так, Опять же снаряды прилетают. так. И все поворачивают на правую сторону. И с правой стороны стреляем, тоже не видно. Так. Тоже. И опять стрельба. В эту сторону минут 10 стреляли, в эту минут 10, и потом пошли уже такие огни. Не плотный огонь, а такой уже. Понимаем, что уже никого нет, Так. не видно. Постреляли, постояли. Жертвы среди ваших были уже на этот момент? Да, были. Как, от чего? В основном от миномета. Мгм. Они прям машины. Жертвы в основном были в Росгвардии. Мгм. Никого А почему в Росгвардии, а не у вас, например? Они Ну. выдвинулись ближе, получается? Не, у них не бронированные же сильно. А, не Да, бронированные. у нас танки. Они на Уралах, да? Да, на Уралах. И у них А вы в броне. мы в броне. А в броню, если даже прилетает, то человек живой остается, да, Ну, получается? При либо таком месте? контуженные, либо, Ну, были и контуженные или не было? среди наших я не знаю, вот Мгм. там суета, Мгм. Трупы видел? там, Да. видел, близко не видел, а именно там я видел, Росгвардию несли своих. Хорошо, да, дальше. И раненых с Росгвардии видел. Мгм. А что думал в этот момент? О чем думал в этот момент? Было страшно, страшно вообще. Страшно это, это логично. А вообще чего вы приехали вот в эту точку, в это место, в Украину? Зачем? Что ты Да. думал? Об этом в голове даже мысли не было. Причем вообще за это, думали, зачем эта война нужна вообще? Не, Ну, это уже вам, вы уже на какой-то пресс-конференции участвовали или нет? Не. Не участвовали? Я понял. От себя, все мысли от себя. Вот я спрашиваю, как в тот момент было, Ага. да, какие были мысли в тот момент. Если в тот момент никаких других мыслей не было, не надо придумывать, начинать Ага. сейчас. Зачем это честно, война? у меня самое, что страшно, эта война, и страшно было эта мысль. Страшная мысль, других сильно- Закрадывалась мысль в голову, зачем вы здесь? Вот зачем? Какая цель? это именно после этого думаешь, зачем мы разговаривали между собой, зачем мы сюда приехали, кто,
Ну и Кто что, нас и отправил? вот в разговорах друг с другом, Ага. с солдатами, что вы друг другу отвечали на эти вещи? Ну, у нас на этот вопрос, на каждый, который есть, ну, никто не мог ответить. Мы не могли ответить. Командиры ничего нам не говорили. А мысли развернуться и обратно уехать к себе домой не было такого? Ну, это как бы считалось, если уехать, Ну я понимаю, Да. это дезертирство. но просто нам сказали вперед ехать, приказ, и если уйти, там, типа, от своих, либо... Вам угрожали, что вас убьют свои? Ну, прям такого не было, но, ну, как бы мы, ну, знаем же, ну, То есть вы военные. знали, что вас будут расстреливать? Ну, возможно, ну, не точно. Но если возможно, значит знали. Ну, мысль была такая, не знаю, есть как, в одного пешком пойти назад, или с кем-то, кому-то говорить, механику, машину заводи, уезжаем. Ну, там сказали, мы военные, вы военные. Мгм. Как что? Ну, понятно. Ну, то есть, поскольку вы знаете, что вариантов нет, то есть таких мыслей, чтобы обратно уехать, что зачем мы здесь делаем, это преступная вся история, то есть у вас таких мыслей даже не было, просто вернуться. Не, как бы прям вернуться такого, ну, разговоры были у нас, но разговаривали, ну, и у каждого были мысли, почему мы здесь, как мы здесь, зачем, ну, это уже не во время именно, когда нас, а потом, когда обратно уехали, стояли, но у нас сильно потерь не было тогда. Потери начались у нас уже здесь близко, когда наши танки сгорели, артобстрелы. Это где было? Это примерно Житомирская трасса. Вы пошли на Житомирскую трассу. А. После того, как вы постояли вот в этом поле под Иванковым, да, Да, получается, вы пошли на Житомирскую Ну, там трассу. самая большая у нас потеря пошла. Здесь тут Населенный пункт как назывался? не было там населенный пункт. С чего вас били на Житомирской трассе? С вертолета по колеске всю. Мгм. По дороге одного БТГ всю колеску, ну, потому что впереди гусеничная техника шла, а сзади колесная, там всю колеску разбили. Ни одной колески не доехало. Там вы уже видели потери среди ваших? Там, нет, я видел уже, когда когда артобстрелы, где снаряды полетели на танки, тела наших друзей, товарищей, ну как, все. И тогда все, каждый день начали, и уже все, назад, все, уходим, приказа нет, и все начали здесь, ну, Начали между собой говорить назад, ну, назад. уже все, ага. И назад каждый раз мы пошли назад, окопались назад, Отступали? отступали, что Подождите, артобстрел ну, прям в окопы падали нам. Ну это понятно. От командира был приказ? От командиров был приказ отступать назад? Или это вы уже как бы сами проявили инициативу? Ну, я не знаю, прям от командира там таких приказов не слышим мы. Но мы пошли назад, окопались назад, Мгм. и все начали, уже, когда каждый день у нас пошли 200-е, 300-е, там, и, не знаю, обстрелы, и мы что поняли, все здесь, ну, зачем все это надо. Ну в разговорах эта история усиливалась? Конечно, Я имею в виду, каждый день. Зачем, что, почему? Вы уже давали себе ответы на эти вопросы? Да, каждый день это мы разговаривали, зачем эта война, уже полный отчет уже пошел там, что ну, не стоит. И мысль у нас, не мысль, а слух пошел, что типа обратно передислокация в Беларусь пойдем. И все, тогда мы ждали там через 2-3 дня, все, пойдем. Ну а когда шли на Житомирскую трассу, наверное, же были такие разговоры, что так, куда это мы их сейчас быстро здесь всех разобьем, этих украинцев, и все, да? Наверное, же были такие разговоры? Нет, честно говорю, такого не было. Всем уже после этого было страшно уже двигаться. Как Ехали вы вообще не так- считаете, вы подготовлены к войне? Вот, какая, я не знаю Нет, даже, я- морально, там, психологически? Не морально, психологически. Технически, по оснащению, Ну, по подготовке вообще. Вот вы готовы были к войне? Нет. Ни по каким этим не готовы. Ну, ладно, хорошо, это, в принципе, такое общее. Окей, дальше подходим к тому моменту, где вы уже на Житомирской трассе окапываетесь, отходите, окапываетесь, отходите, вас долбят и долбят. Ага. Дальше. Ну и вот, и у нас, слухи пошли, что мы назад-обратно, возможно, поедем. Ну, лечиться, все. Много Так, потерь так, у нас. И все, на техники. этом история заканчивается ваша?
Да, и я попал сюда. Каким образом? Всем уже страшно стало. Так. Встал. Ну, маленько выпили с танкистами. А где взяли Ну, алкоголь? танкистов было. Уже я просто танкист, они на посту стояли, к ним подошел. А где танкисты взяли алкоголь? Я не знаю. Это же уже был, это уже какое примерно число было? Сколько дней вы уже пробыли в Украине? Это, ну, уже много. Ну, неделю, там, 5 Ну, дней, это- 7 дней. Это уже было число 17 или 18. Март. Да. Ага. Уже 3 недели Это прошло. уже 3 недели прошло. То есть танкисты вряд ли эти 3 недели держали с собой эту горилку, да? Да. Горилка, Да, понимаешь? немного так. Что говорю горилка, потому что в Украине так. Какая водка Вот была? водка, Как да. называлась? Не, не Вот, водка, и- а вино было. Какое? Вино. Да, я даже название не видел. Украинское? Ну, возможно, я не Ну, рассматривал. в бутылках вообще. было? или Ну, в бутылках. Запечатанное, да? Ну, мне пришел, они открыты были. Ну, скорее всего, ладно, это уже было вино, я так понимаю, из украинских магазинов, потому что вряд ли бы оно там 2 недели пролежало бы или больше. Хорошо, а вообще какие-то контакты с местными жителями на время того, как вы там стояли, были у вас или не было? Нет. Вообще никаких контактов? Мы в села вот этих не заходили. Не-не, не в села, не в села. Я просто хорошо знаю это место, о Ага. котором вы говорите, и Ага. хорошо знаю эту трассу. Ага. И у нас люди боялись этой трассой ездить, Ага. потому что там было много всяких инцидентов, Ага. встречи с вашими военными, Ага. в том числе и расстрелы машин были. Ага. И ну, вы не желаете поделиться каким-то, может быть, Я эпизодом? не знаю, перед нами стоял еще один наш БТГР, а Да. мы сзади стояли БТГР. Возможно, они были стояли там по БТГР, ну, вот так стояли. Первый, второй БТГР, третий БТГР. Я стоял с третьим БТГРом, потому что в первом был спецназ, и второй БТГРный разведку в третий отправили. И вы никакие машины не останавливали ни Нет. разу? Я понял. Ну, мы просто договаривались о том, что у нас будет откровенная беседа. Ага. Да. И у меня как бы есть информация такая, что вы уже, в общем-то, дали показания про автомобиль и про людей, которые... Ну это до этого было. Так какая разница, до да. этого это было или Расскажи. после этого про было? это. Я спрашиваю, Да. контакты с местными жителями Да, были? Вы говорите, не было. Не, Житомирский трасс. Я вас добровольно изначально спросил. А. Мы честно рассказываем Ну, я историю. Вы сказали честно рассказываем Да, историю. я Зачем я честно. сейчас вытягиваю из вас? Не, все, я извиняюсь. Там было до этого, за Иваньком где-то, за Иваньк проехали, там случай произошел. До этого вообще... Волноваться там- вам нет смысла, потому что вы это все равно, это все уже и вами данные эти показания, и уже с другой стороны это все подтверждено, и это все уже давно зафиксировано. То есть ваше преступление, да, в любом случае, оно уже зафиксировано. То есть ну. сейчас вы просто можете от души, от чистого сердца поделиться, для того, ну, чтобы вашей хорошо. совести было легче. И все. В этом, за Иваньк проехали, там стали, так, сколько мы проехали, трассу уже не знаю, и там. Комбат сказал, что в Киев едущих машин останавливайте, не останавливающих. Останавливайте или не останавливайте? Останавливать, не останавливающих стрелять по колесам или Не, чем. не тех, которые не останавливаются, Ага. стрелять по колесам. Ага. Так. И они начали стрелять, все безразборно, с той стороны в один пост, и возле меня прилетает пуля трассерная. Я пока иду к ним, они уже ушли, останавливают машину, они даже в ту сторону вот так стреляют все полностью. Да. Подхожу, говорю, с этой стороны дороги тоже не стреляйте, наши стоят. А в чем был смысл стрелять по мирным машинам? Я даже у них не знаю, я даже за них не отвечу. Хорошо. Да. Были попадания в машины? В их машины не было. Не в их машины, а в мирных жителей, в проезжающие машины были попадания? В то время вот машины проехали, остановили 2 машины, Да. и там 3 людей. Подхожу, уже досмотр произведен. Я своими вопросами подошел, не стреляйте по своим, с этой стороны наши стоят. И с той стороны
Вы, получается, думаете, что в вас эта пуля прилетела с вашей же стороны? Но То есть я- это как какой-то перекрестный огонь получился, да? Ну. Ваши с одной стороны дороги, получается, и с А, другой да, да, стороны ну, с дороги. двух сторон стоим. И они стреляли по машинам, одна из пуль могла прилететь в вас. Да, да. Окей, это я Ага, понял. Вот, и к ним подошел и говорю, ну не стрелять, а уже там двое, как бы сказать, в черной форме, гражданские, уже стоят они возле обочины, в телефоне нашли заложников. Кто в черной форме? А? Кто в черной форме? Ну, гражданские. Гражданские в Да. черной форме? Да, они, ну, гражданская черная одежда. А, одежда. Ну, Да, я уточняю, да. потому что форма А. черная. У нас, например, полиция носит черную форму. Мгм. А если это просто в гражданские, вот как у меня вот штаны, да, черные, вот просто в черной одежде. Ну, да, все стоят? полностью. Да, в темной черные. одежде. Один в Хорошо. кепке, один в шапке. Нормально, Стояли, да. Впереди тоже, чуть недалеко стоял человек. Командир взвода, и танкисты с поста, и пехота Мгм. остановили. Так. Ну, и якобы сами решили, что у них, ну, как бы полно известно, что они типа диверсанты, карту передвижения российских войск, типа, с Припяти до Киева, плюс пленные фотографии. И, ну, это я не видел щас не лично. понимаю, о чем вы говорите. Я не видел, Кто, мне кто они так говорят. решил? Они вам Ага, сказали, они что с это поста, поймали да, да. диверсанты. Я пока говорю, мне тоже поделились со мной, стоят. И тут команда прозвучала от командира стрелять. А до этого от комбата была команда. Какая команда была там? Ну, в Киеве, если не останавливаются, нашли диверсантов и расстрел. Расстреливать мирных жителей. Ну, кто туда едет, ну, какие. Досматривать личные вещи, телефоны, Ага, и если ага. нашли что-то Да. похожее на какие-то диверсантские действия, их расстреливать. Ну, Правильно? да. Этих людей, которых вы остановили, их расстреляли? Их расстреляли, при мне. Сколько еще раз было этих людей, которых расстреляли? Трое. Ну, двое в одной машине, один в один. Кто их расстрелял? Ну, танкист. Фамилию не знаю. С чего он их расстрелял? С автомата. Как очередью? Как он их поставил на колени, выпустил? Нет, стоя, ну, в спину. Их поставили спиной к машине? Не, к Этих- обочине. Ну, Этих рядом людей с- поставили спиной к обочине, заставили стать, да? Ага. И прямо там в спину расстреляли. Да. Я правильно понимаю? Да. Давайте еще один момент. Это были первые машины, которые остановили, или не первые? Первый. Ну, я видел. Я на посту не стоял. Я окапывался, ну, в это время. Я так Потом- понимаю, что так получилось случайно, просто что вы в этот момент подошли, из-за Ага. того, что в вас попало, вы пришли что-то Ну, не сказать. попало, и- а рядом Рядом, да, и вы пролетело. пришли сказать, чтобы так Ага, не В делали. эту сторону не стрелять. И увидели там вот этих вот людей с этим возле этого автомобиля, которых расстреляли. Мгм. То есть благодаря этому вы увидели эту картину. Да. А лично вы стреляли в... Ну, да, гражданских? когда я пошел, ну, мне сказали, ну, убирать тела. Так. Ага, ну, Вот эти самые тела. Ну, да, двоих. Двинул, ну, как бы, зубы я от страха один раз произвел выстрел. От страха. Как можно от страха провести один выстрел? Ну, я первый раз в жизни все это видел, и мне стало страшно. И вы выстрелили в человека из этого? Да. Человек Так. живой был? Нет возможности. Мы знаем другую историю. Так там 3 было этих человека, которых расстреляли. Сперва двое, потом третий там отдельно стоял. Почему так получилось, что 2 отдельно, а 1 отдельно? Если 3... Потому что машины две, они вот так стояли. А, то есть они с разных еще и машин были, да? Да. Ну и видите, я не все ну. успеваю уловить просто. Получается, из 2 разных машин отдельно расстреляли сначала 2, а потом еще Ну одного и человека. с третьим я уже не имею отношения. Вам сказали, пойди убери вот этих вот 2, куда Ну, вы должны были их убрать? Вот, вниз туда, за обочину. Вниз за А много тел в результате было там внизу за обочиной? Нет, вот, только вот те две и третий. Я понял. А почему вы думаете, что после этих 3 не было еще таких же? Ну, я просто даже не могу знать. Не могу знать. Да, А у меня вопрос. Зачем вы стреляли в человека?
Мне стало страшно, я только что видел вот это все. Ну и команда была, ну, это, стрелять. Команда была добить? Ну не добил, вообще стрелять. Ну, ты подошел, лежит два тела. Ага. Зачем ты в них стреляешь? Я уносил. Просто Эти я- два тела же уже, их же уже расстреляли, этих двух людей. Это уже просто два тела лежит, которые уже расстреляли, я правильно понимаю? Мгм. Зачем вы выпустили выстрел по кому-то из них? Просто, ну, мне стало, честно говоря, страшно вот это, когда я взял, ну, за ноги. Ты взял за ноги, Я искренне, Ага. я положил искренне и хочу выстрелил? понять. Взял ногу, мне он, ну, не заговорил, а просто это, Взял за ногу тянуть и что? не тянул, а приподнять. Приподнять Ага, и что? и он захрипел, или как сказать. То есть он живой был? Ну, не хрип, а захрипел он. Значит, живой человек был, если закрепил. У него легкое пробито. Ему. Ты положил ногу. Дальше что? Он не за- Не а надо просто отвечать за человека, я тебя умоляю. Пожалуйста. И не надо давить, и не надо задавать кучу наводящих вопросов, потому что ну, это просто неправильно. Просто он уже, ну, видно было, что у него просто, как я, ну, уже просто воздух, или как, ну, просто мне страшно стало, честно, я не знаю, как это было. Ну, как бы, знаю, ну, и закричал я, и выстрелил. Кто закричал? Я. Почему вы закричали? И страшно стало. Это был угрожающий крик. Нет, от страха. Вот так. А где у вас был автомат, где находился он у вас? За Здесь. спиной? На Не, плече, ну, да? на На плече. плече. Вы достали, передернули затвор и сделали что? Одиночный выстрел? Одиночные. Одиночный. Ну, одиночные. И что было дальше? Вы сбросили этих людей Мгм. за овраг? Да. Вы кем себя чувствуете после этого? Плохим человеком. Самым плохим. Это вас, После этого мне скажите, просто вот, да. после этого мне стало очень плохо, и я не могу себя найти. Я знаю, до этого я чувствовал, ну, как бы нормальный человек, вот. А после этого я уже не, ну, себя не могу прийти. Я думаю, У вас мама, папа есть? есть, Они вас так воспитывали? нет, Это какие-то традиции такие в Бурятии вот есть? нет такого. Какой вы веры? Буддизм. Буддист? Ага. Может, я стрельну, чтобы не страдал. Я не знаю. Я Да. даже этот мысли, просто мне страшно полностью стало. Я не слышал, чтобы буддисты могли обижать хотя бы какое-то живое существо. Но мы ходим к себе, братан, говорят, нельзя, ну, если вы служите, там, ну, всякие там приказ, там есть приказ или как там. Ну, не свое личное побуждение, ну, как там желание я не выстрелю, а просто от страха и плюс слова командира, приказ, ну, стрелять. Так командир все-таки отдавал вам приказ стрелять? Ну, не добивать. Добивать не давал приказ? Нет, ну, просто давал. стрелять, ага. А как вы думаете, сколько еще людей там убили, вот просто проезжающих под видом того, что они диверсанты? Я даже не могу сказать. А что вы делаете в Украине? М, Кого вы приехали здесь защищать от кого? От кого? Надо прекращать эту войну. Нет, это я знаю, что надо прекращать эту войну. Я вас спрашиваю, кого вы защищать приехали? Я думаю, это Как мы- украинец на обыкновенной гражданской машине у себя в стране Мгм. вдруг может стать диверсантом от зверей, которые стоят просто у обочины. Я ничего не преувеличиваю, да? Сейчас, Ну. которые заехали из другой страны, да, стали у обочины и дали приказ расстреливать просто машины, которые едут по этой трассе. Я же не случайно сказал перед этим, что люди боялись ездить по этой трассе. У нас много трасс, по которым люди боятся ездить. Я же это не из слухов знаю.
Мне же тоже, когда нужно куда-то ехать, я объезжаю сейчас за 3-9 земель, вместо того, чтобы ехать. Потому что я знаю, что там стоят эти звери, которые просто расстреливают машины. И видео есть, где расстреливают машины мирных жителей. Так кого вы спасать пришли? Мы плохие, это мы все начали. Плохие. Ну, это как просто сказать, Россия вторглась. Ну, Это знаю, это я знаю. Да. Все законы нарушаем, правила. Что можете передать людям, которых, вот как вас сейчас, из Бурятии отправляют сюда? Не стоит ехать, ну, как нельзя воевать, все. Это Можете на своем языке даже сказать, я даже не пойму, что вы скажете. по поводу шеи ты, да, Амстердам уже. Громче. Мухай мумбануда. Биорой мухай. Чуть би виноват. Чуть бархерный. Гертеш ханный. Будьте лучше. Дурилды. Еще раз, вы добровольно разговаривали? Да. В себе чувствуете раскаяние? Вина. Да. Давай попробуем набрать кого-то из его близких. Алло? Алло. Алло. Чингис, говори. Алло. Чингис. Привет. Это я, Чингис. Алло. Алло, это я, Чингис. Ага, привет. Привет. Ага. Короче, Как дела? Дети как? Как дети? ага, ничего, хорошо. Ну как? Все хорошо со мной. Алло. Алло, все хорошо со мной. Да. А дети как? Ага, дети хорошо. Не болеют? Не болеет. Завтра за мной поедут. Ага. Ага. Ну, значит, все хорошо. Мама номер скажи. Ага, 900. Подожди. Ага. Я просил вопрос. Ага, я забыл. Честно, я Ну забыл. ладно, ладно, хорошо, бывает. Ничего страшного. Маму спросим. Сейчас Ага. наберем маму. Сразу, может, спросим. Не надо. А ты забыл. О своем сначала говорите. Мгм. Алло, мама. Ага, добрый день, Муха. По-русски говорить. Слышу, ага. Здравствуйте, мама. Кто дал? Ага, здрасте. Как дела? Ничего у нас, мы слышали, ага. Все знаем. Сам бы говорил, что было голос уже, а теперь дали поговорить, ага. Но. Выплатит или нет? Простите, а, сейчас. Поговорите с А вы мамой. говорите свои вещи. Все у меня хорошо, мама. Все. Ага. У вас как? Вы Ничего, по-русски, хорошо. по-русски говорите, мама. А, у нас все хорошо. Папа не болеет? Ну, понимаешь. Нет, ага. Таблетки пьет он? Пьет, ага. Я тут пью, ага, таблетки. Все пьет. Помаленьку у нас. Все, идет. Ну, главное, что у вас хорошо. Завтра дети к вам приедут, я слышу. Ага, завтра каникулы начинаются. Продукты детям взяли? Ага, Продукты есть? Ага. Отпустим? Ну, все хорошо, мама. Можно вопрос? Здравствуйте, меня зовут Владимир, я журналист. Можно вам вопрос задать? Сейчас, подождите. Ага.
Ну, вы спрашиваете сына, отпустят или не отпустят, он вам не знает, что ответить, потому что как вы себе это представляете, военные действия и все прочее. То есть это ж ни он, ни я, никто вам этого ответа не даст. Но у меня вопрос другой, очень простой. Зачем россияне пришли убивать украинцев? В смысле? Как это так? Чингис, объясни маме, как это так, я уже больше ничего спрашивать не буду. Мама, это мы напали на Украину же. Чингис, Да, да, это я. привет, моя. Сестра? Здравствуйте. Оба сюда. Не плачь, Все, не все. плачь. Все нормально. Все хорошо у тебя? Все хорошо. Все хорошо. Главное услышать твой голос. Ага, все хорошо. Держись, Ага. держись. Все. Ага, все нормально. Спроси еще у сестры, зачем россияне Ага, пришли убивать? зачем мы, россияне, напали на Украину? Не, пришли убивать украинцев. Пришли убивать украинцев. Так, это, я поняла, в общем. Что я могу сказать? Но это не мы же нападаем. Это все правительство наше. Понимаешь? У меня вопросов нет больше. Это просто, чтобы люди смотрели, понимали, насколько вы там вообще далекие. Прощайся, говорит. Ага. Да, если надо что-то сказать, скажи. Все. Ну ладно, до свидания. Ну, наищи своих канал, ищи своих, сможете посмотреть Ага. видео. Ага. Не все, Все, ну ладно, Ага. Поцелуйте всех от меня. Скажи, канал ищи своих в Телеграме. Свои- Конечно, обязательно. своих телеграм. Мы тебя любим. Ищи своих Ага. в Телеграме. Ищи своих. Ждем. Ага. Ищи своих в телеграме видео. Ага. Будет видео с вами, если Ага, они с захотят видео, посмотреть. с видео со мной будет. Ага. Да? Пока. Ага. Хорошо. Люблю вас всех. Мамы, Ага. мы тоже тебя любим. Ждем. Но они совсем ничего не понимают, да, что происходит? Они живут в деревне, у них самый источник это телевизор. Я понимаю. Ну, и что по телевизору? Они сами ничего не знают. Не, я понимаю. Вы все просто говорите о том, что надо винить правительство. Ну вот, по крайней мере, здесь там, я не знаю, я уже не помню слово, винить, не винить прозвучало, но вопросы типа как к правительству. Я уже даже не знаю, что еще спрашивать. Как вы в плен попали? Вы не рассказали конкретно этот эпизод. Ну, пошел, брат, пожар, я левее взял больше и попал. Это на Житомирской трассе было. Ну, дальше, ну, с той стороны, а. Ну, упростим. Обстрел Да, какой-то да. произошел. И... Да, обстрел был, я пошел до брата. Мгм. А, и, Это в тот день было, когда вы вино пили? да. И пошел туда, и меня взяли. До брата? Да. У вас брат еще там был? Да. Он жив остался? Я не знаю, ну, честно, уже не знаю. А много там потерь было у вас? Много. А с чего стреляли по вам? Артиллерия, Ну, Байрактар, всё, Джавелин, там, не знаю, ну как-то это Не, вы могли определить? артобстрел, это миномет, артиллерия. Артиллерию. Мгм. Я так понимаю, вы крепко выпили и пьяным пошли не в ту сторону. Ну, чуть левее взял. Ну, то больше. есть вы напились и пошли не к своим, а пришли к нашим. Да. Сколько вы так? выпили? Даже получается. Так получается? То есть вы сами пришли к нашим, что ли, получается? Ну, не к вашим вышло, а они просто уже к нам возле наших стояли уже. Угу. Сколько вы выпили? Бутылка вина и пиво. Да не, ну на такого молодца бутылка вина и пива я вряд ли так бы она подействовала. Да, в принципе, это уже несущественно. Есть что-то добавить? Раскаиваешься, не раскаиваешься? Ага. Ну, в целом можно. Хорошо.